Небо было затянуто тускло-серым, как будто тяжелые облака покрывали весь мир. Было раннее утро, но воздух уже казался плотным и тяжелым, предвещая еще один день безлюдья на этой огромной свалке. Горы мусора тянулись, насколько хватало глаз, словно гигантский шрам на земле. Каждый уголок этого места, казалось, вопиял о заброшенности. Это были остатки отвергнутых жизней, забытые воспоминания, фрагменты историй, которые когда-то имели для кого-то значение. Среди всего этого необъятного пространства и хаоса, среди куч мусора, лежало маленькое тельце, почти незаметное. Оно едва выделялось, как пылинка в пустыне мусора. Это был ребенок. Маленький мальчик, которому едва исполнилось 2 года, свернувшийся калачиком на грязной земле. Его лицо было покрыто грязью, а спутанные волосы, казалось, несколько дней не касались воды. Однако самой поразительной чертой его внешности были глаза. Большой, смуглый и серьезный. Слишком серьезный для такого маленького человека. Ребенок по имени Кайо был одет в рубашку безразмерного размера и поношенные штаны. Одежда едва защищала его от холода, исходившего от сырой земли. Казалось, что Вселенная бросила его туда, оставив беззащитным перед стихией, покинутым окружающим миром. Любой другой ребенок на его месте взывал бы о помощи, но только не Кайо. Кайо. Он оставался неподвижным в тишине, которая была еще более тревожной. Казалось, он уже знал, что никто не придет ему на помощь. Кайо открыл свои большие глаза и посмотрел на небо, то серое небо, которое было всем, что он знал. Для него солнце было всего лишь лучом, который с трудом пробивался сквозь густые облака. Он мало что понимал из того, что происходило вокруг, но его охватило чувство пустоты. Он никогда не знал ничего другого. Его мир всегда был таким. Гнетущая тишина, прогорклый запах гниющего мусора и постоянный голод, который преследовал его как темный спутник. Среди безразличия свалки время неумолимо шло своим чередом. Для Кайо минуты превратились в обратный отсчет до неизбежного. У него не было сил протестовать или плакать. Он был один и, казалось, знал это. В его маленьком пустом желудке заурчало, но он не издал ни звука. В столь юном возрасте он понял, что слезы никого не спасают. Его единственной компанией были вороны и мухи, жужжавшие вокруг него словно тени, парящие в ожидании подходящего момента. Но потом что-то изменилось. День клонился к вечеру, отбрасывая еще более серые тени на и без того мрачный горизонт. Ветер подул сильнее, поднимая небольшие облачка пыли и мусора, которые танцевали в воздухе, словно призраки всего, что было выброшено. Именно в этот момент, когда все, казалось, погрузилось в монотонность отчаяния, тишину нарушил неожиданный звук. Сначала звук был просто шепотом, почти неуловимым эхом среди хаоса. Но вскоре он стал более отчетливым. Это был звук копыт, ударяющих о землю, медленная и ритмичная рысь, которая приближалась, как будто доносилась откуда-то из-за пределов запустения. Между тенями от куч мусора начала проступать фигура, появляясь медленно, словно мираж на горизонте. Это была лошадь, внушительная коричневая лошадь с блестящей шерстью и величественной осанкой. Она шла с грацией, которая контрастировала с грязным хаотичным окружением. Каждый его шаг казался обдуманным, как будто он искал что-то или кого-то. Один. Его большие темные глаза, глубокие и безмятежные, осматривали местность, двигаясь со спокойствием, которое казалось почти сюрреалистичным посреди такого запустения. Его звали Хоуп, хотя оно никому там не было известно. Хоуп медленно приближалась, ее копыта гулко стучали по земле, покрытой мусором. Казалось, ее не пугал ни сильный запах, ни хаос свалки. Она двигалась с уверенностью человека, который прошел много дорог, но и с осторожностью человека, который знает, что важен каждый шаг. Приблизившись, оно слегка приподняло голову, словно почувствовав что-то в воздухе, и затем увидело его. Там, свернувшись калачиком среди остатков общества, которое предпочитало забывать о своих ошибках, была Кайо. При виде лошади его маленькое тельце, казалось, съежилось еще больше, словно пытаясь скрыться среди мусора.
Но Хоуп не отступила. Ее большие глаза остановились на мальчике, и на мгновение показалось, что весь мир замер. Лошадь остановилась, и ее внушительное присутствие разрушило чары заброшенности, окутавшие Кайо. Хоуп неторопливо приблизилась к ребенку, ее шаги были мягкими и почти незаметными. Она опустила голову и нежно коснулась мордой руки мальчика. Это было легкое прикосновение, почти шепот, но оно обладало силой, способной разрушить пузырь изоляции, в который Кайо себя закутал. Ему. Мальчик открыл глаза, и впервые за долгое время что-то внутри него шевельнулось. Он не понял, что это за существо перед ним, но его глаза, эти большие темные глаза, встретились с глазами Хоуп, и в этом безмолвном взгляде было узнавание. Невозможно было понять, что происходило в голове у лошади, но что-то в ее взгляде говорило о большем, чем простое любопытство. Казалось, она каким-то образом понимала, что находится перед ней. Хоуп оставалась рядом с Кайо, не двигаясь, ее дыхание было спокойным и ровненьким. Лошадь не издала ни звука, ни резкого движения. Она просто стояла там, непоколебимая, как страж, как защитный щит от всего мира. Кайо, в свою очередь, не знал, что делать. Его маленькое тельце дрожало от холода и голода, но что-то в присутствии лошади впервые заставило его почувствовать себя менее одиноким. Теплый. Мальчик протянул свою маленькую дрожащую ручку, и его пальцы коснулись мягкой шерсти Хоуп. Это было нежное прикосновение, почти вздох. Но для Кайо этот маленький жест показался монументальным, как будто на мгновение мир не рухнул вокруг него. Он не мог вспомнить, каково это — чувствовать тепло, но от этого прикосновения в нем вспыхнула искра единения. То, что, как он думал, он потерял навсегда. Лошадь не шелохнулась. Оно оставалось твердым, как будто знало, что этот жест одобрения со стороны ребенка был сильнее, чем что-либо другое. В этот момент между двумя такими разными существами возникла связь. Это была не связь слов или обещаний, а связь присутствия, того, что они были рядом, когда никого больше не было. Это была молчаливая связь, но более прочная, чем любой барьер, который создавала разлука. Кайо прижался к лошади. Его маленькое тельце искало тепла, исходящего от нее. Его большие темные глаза слегка заблестели, как будто невидимый груз, который он нес, начал рассеиваться. Хоуп наклонил голову и на мгновение закрыл глаза, словно чувствуя тяжесть этого маленького существа, опирающегося на него. Это было объятие без объятий, обещание без слов, что он больше не будет одинок. Ночь тяжелым плащом опустилась на свалку, погрузив ее в темноту, которая казалась бесконечной. Звезды, скрытые облаками и загрязнениями, едва могли сиять на ночном небе. Холод усилился, и ледяной ветер резал, как невидимые лезвия. Но надежда стояла твердо, прикрывая мальчика своим телом, как молчаливый страж. Кайо плотнее прижался к лошади, его глаза медленно закрывались, уступая накопившейся усталости. Тепло, которое он ощущал, находясь рядом с Хоуп, было единственным утешением в этом огромном одиночестве. Когда Кайо спал, ему впервые за долгое время приснился сон. Он мечтал о теплом месте, где он не был бы одинок. Хоуп, со своей стороны, была начеку. Ее темные глаза осматривали окрестности, предупреждая о любых признаках опасности. Он простоял на месте всю ночь. Его мускулы были напряжены, он был готов отреагировать, если кто-то приблизится. Он не испытывал страха, но понимал, что должен защитить мальчика. И он это сделал, заслонив своим телом ледяной ветер, не давая холоду добраться до ребенка. Рассвет наступал медленно, окрашивая горизонт слабым заревом. Свет, хотя и робкий, начал приоткрывать пейзаж свалки во всем его хаосе и неприглядности. Горы мусора, которые ночью казались бесформенными тенями, теперь превратились в горы мусора, молчаливые свидетели общества, предпочитающего игнорировать собственные ошибки. Кайо проснулся с первыми лучами солнца, его большие темные глаза моргали от яркого света дня. Он медленно сел, все еще цепляясь за лошадь. Его ноги дрожали,
а кожу пробирал холод. Но когда он оглянулся и увидел Надежду, что-то в нем изменилось. Впервые он почувствовал себя защищенным. Он не знал, сколько прошло времени и как он здесь оказался, но присутствие этого внушительного животного наполнило его странным умиротворением. Вдалеке послышались голоса. Это был едва слышный шепот, который смешивался с гулом ветра и криками птиц, начинавших летать вокруг свалки. Кайо повернул голову, одновременно удивленный и испуганный. Звуки стали отчетливее, ближе. Это были человеческие голоса, которых он не слышал, казалось, целую вечность. И из-за куч мусора появились две человеческие фигуры. Это были двое мужчин, одетых в поношенную одежду и ботинки, заляпанные грязью. Они двигались осторожно, оглядываясь по сторонам, как будто что-то искали. Сначала они не заметили ни Кайо, ни коня. Они были слишком сосредоточены на своих поисках. Но вдруг один из них поднял глаза и замер. «Боже мой, это ребенок Зио!» — воскликнул один из мужчин, в его голосе слышались удивление и недоверие. Он сделал шаг вперед, но остановился, увидев внушительного коня рядом с мальчиком. Хоуп подняла голову и пристально посмотрела на него, как бдительный страж. Мужчина по имени Сэмюэл почувствовал укол уважения и остановился. Другой мужчина, Джонас, медленно приблизился, не сводя глаз с маленького тела Кайо. «Что здесь делает ребенок?» — пробормотал он, не ожидая ответа. Оба мужчины понимали, что стали свидетелями сцены, которая не поддавалась никакой логике. Ребенок один, посреди свалки, в сопровождении лошади. Но во взгляде Хоуп было что-то такое, что дало им понять, что не следует приближаться резко. Сэмюэль присел на корточки и тихо заговорил, обращаясь к Кио. «Привет, малышка. Все нормально. Мы здесь, чтобы помочь тебе». Его голос был мягким, почти шепотом, как будто он боялся напугать мальчика. Но Ке не двинулся с места. Его взгляд был прикован к мужчинам, а затем к лошади. Казалось, он ждал знака, чего-то, что подсказало бы ему, что он может им доверять. Надежда. Словно понимая, о чем идет речь, он опустил голову и нежно коснулся мордочкой лица Кайо. Мальчик на мгновение закрыл глаза, ощущая тепло и умиротворение, которое передавал ему этот жест, а затем медленно отпустил шерсть лошади и сделал шаг вперед. Мужчины в изумлении наблюдали за приближением Кайо. Это был неуверенный шаг, полный страха и неуверенности, но это был шаг к жизни, к спасению. Ты. Сэмюэль протянул руки, и Кайо позволил обнять себя. Его маленькое тельце задрожало, когда он впервые за, казалось, целую вечность почувствовал человеческое прикосновение. Мальчик прижался к Сэмюэлю, и мужчина бережно держал его, как будто это был самый хрупкий предмет в мире. «Теперь ты в безопасности», — прошептал Сэмюэл прерывающимся от волнения голосом. Кайо не ответил, но что-то в его лице изменилось. Его глаза, которые до этого были полны пустоты, начали наполняться слабым светом. Наблюдая за происходящим, он не терял надежды. Он знал, что его задача выполнена. Он привел мальчика к спасению. Она защитила его, когда никто другой этого не сделал. И теперь она могла отступить. Фыркнув в последний раз, лошадь развернулась и медленно пошла прочь от места происшествия. Кайо с рук Сэмюэля наблюдала, как она уходит. Он не понимал всего, что произошло, но знал, что чем-то обязан этой лошади. Тихим, едва слышным голосом он пробормотал одно единственное слово. «Спасибо». И вот лошадь исчезла за горизонтом свалки, оставив за собой след надежды. Сердце Кайо. Мужчины увезли мальчика из этого места навстречу неопределенному будущему, но полному возможностей. Кайо, вернувший себе невинность, был принят в мир, который, хотя и был несовершенен, все еще оставлял место для сострадания и любви, и в глубине души он знал, что никогда не забудет лошадь, которая спасла его,
молчаливого стража, который научил его истинному смыслу надежды.